Друзья, добро пожаловать в Кыргызстан. И начну я свое путешествие с местного кафе в городе Баткен. Перед дальней дорогой нужно перекусить, поэтому заказал самсу. Из самсы все течет. К самсе здесь подается лучок. Довольно-таки большой кусок мяса внутри. И это вкусно. Это реально вкусно. Честно сказать, вторую самсу еле съел. Она настолько мощная, настолько много в ней мяса. То есть это очень сытно. И это для больших людей. Ну а путь сегодня я держу в кишлак Кыштут. В простонародье этот кишлак называется кишлак парадоксов, потому что там все необычно. Во-первых, говорят, что там рождаются только мальчики, ну или их количество просто доминирует. Во-вторых, 3 месяца зимой нету солнца в этом кишлаке. И 3 месяца летом не видно луны, так как кишлак плотно зажат между горами. И просто это очень интересное место. Не знаю почему, но я в предвкушении чего-то хорошего. Надеюсь сегодня увидеть интересные места. Все-таки это необычный кишлак. Мы едем мимо, но не мог не остановиться. Карабулак, Айгулдун, Микини. Очень красиво. Очередная остановка. Хочу вам показать растение, которое мы потом увидим в другом виде. В России сейчас зима, друзья, чтобы вы понимали. А здесь растет табак. Это тот самый табак, который используется в приготовлении насвая. Табачные поля здесь везде. Слева, справа, впереди, позади. Так что все здесь зелено. Та самая вывеска. Но у нашего кишлака здесь нету. Она знаменитый из Авдалы. Самый труднодоступный отдаленный кишлак Кыргызстана. Но 4 недели назад туда прилетал президент и обещал, что весной будет заложен первый камень в будущую дорогу. Нам всегда прямо. Из Баткента раз в день ходит маршрутка в кишлак Кыштут. Стоит это не так дорого, поэтому если у вас есть желание, вы можете съездить. Время в пути где-то 1,5 часа. Ну, на машине мы побыстрее добираемся. Территория Кыргызстана, территория Узбекистана и опять территория Кыргызстана.
Вот про этот участок, через который мы не можем попасть, я и говорил. Поэтому мы едем объезд. И таких мест, к сожалению, в Средней Азии много. Когда делили территорию, анклавы, эксклавы. Ферганская долина, она много таких мест имеет. Здесь прям очень даже тепло. Вроде бы поднимаемся в гору, но тепло. Внизу мечеть белая, красивая, с большими куполами. Такой кислотно-белый цвет. Сильно выделяется. Такой аккуратный кишлак. Даже с высоты видно, что река очень чистая, вода бирюзового цвета, прозрачная. Внизу увидел очень красивое место, но не знаю, как туда спуститься, потому что здесь вверх камни и обрыв. Сейчас вот машину вроде поставил. Бычок смотрят внимательно, кто же пришел к ним в гости. У всех на ушах бирки. Ухоженные коровки. Поэтому здесь где-то надо спускаться. Потому что везде очень круто. И опасно. Да, корова? Здесь сидело семейство кекликов. К ним залетели. Спускаться, конечно, нужно аккуратно. Спускаюсь по тропе, где спускаются коровы. Потому что такая масса, движущаяся под ногами. Уже отсюда вижу 3 пещеры какие-то. Я смотрю, внизу у людей тоже есть огород. Или вишня, или яблоки. Яблоневый сад. То есть как-то же они спускаются сюда. Мало того, еще нужно поднять все это дело. И, скорее всего, используются ишаки для этого. Тот поднимется куда хочешь. Да, это яблоневый сад. Красные красивые яблочки. И прям сразу, не доходя метра, резко бьет в нос аромат яблок. Видно, что их даже никто не собирает, потому что на полу очень много яблок лежит. Я все-таки решил попробовать яблоко. Жесткая, очень сочная. И не знаю, мне кажется, этот сад уже заброшенный, потому что оно очень жесткое. На что используется этот сад, непонятно. Может, поэтому все яблоки на полу. Никто не собирает. Медведи, наверное, едят. Самое главное, не встретиться с медведем здесь. А то будет весело, я чувствую.
Придется прям с обрыва прыгать. А вот какие-то другие яблоки, смотрите. Наливные такие красивые. Даже он еле висит. Такая же история, очень жесткая. Вкусная, но очень жесткая. К обрыву подойти подошел, а спуститься нет возможности вниз. Это очень высоко и опасно. Встречаются кусты барбариса. Самое главное, чтобы не медведь. Все остальное так себе. Вроде бы вот вода рядом. Мы уже минут 40 спускаемся, не можем спуститься. Все дальше и дальше отходим от того места, куда нам нужно. Но вот вроде бы идем по ручью, селевой поток, где спускался, более-менее комфортно. Очень жарко, солнышко припекает прям сильно-сильно. Красота просто неописуемая. Не первым описать ни словом. Слава богу, вода. Вот она, долгожданная прохлада. Вот он, включенный кондиционер рядом. Ура! Как будто на море я попал. Здесь точно рыба есть. Честно, я сейчас нырнул. Самое главное теперь дойти до цели. Но цель еще далека. Видно, что совсем недавно уровень был выше. Наверное, когда дожди идут, вода поднимается на метр. Камни отшлифованные временем и водой. Почти добрался, но не добрался. Когда в пещере вижу уже, вам, наверное, не видно, летучие мыши висят. Энное количество. Здесь камни блестят так, будто в них есть какой-то металлический состав. Очень много паутины летает. Ну а нам дальше. Даже здесь видны следы коровы. Корова сюда спускается. Небольшой перерывчик. Еще идти метров 400. Видно, как из стены вода выходит. Вот он, самый настоящий фильтр. Кишлак рядом находится. До него где-то километр. Попробуем, какова водичка. Вкусная вода. Она вкусная. Я очень чутко всегда отношусь к воде. На самом деле. И если в воде есть какая-то примесь, я прям ее чувствую. А это прям как будто снег растаявший. Это так и есть? Очень вкусно. Даже такой сладковатый привкус немножко воды. Почти на месте. Но туда я, наверное, не дойду все-таки. Здесь уже опасно идти, потому что
ногами камни сильно играют. Но видно вход в пещеру, и оттуда вытекает эта река. Стоило ли это того? Наверное, стоило. Полгоры поднялись, а здесь уже какой-то тупик. Просто неохота этот круг давать. Здесь дикий шиповник колючий. Или что-то такое. Вот эта штука получается на уровне груди. И ее или дождем принесло, или вырвало. В общем, надо туда как-то зацепиться. Можно было, оказывается, короче путь найти. Но его только видно снизу, поэтому. Правда, ушли от точки, где стоит машина, километра на 2. Зато вылезли перед вывеской Хушки Лебзис. Что-то такое там написано. Добро пожаловать в Кишлак. И припекает, и прохладно. И вот оно солнце. Вот сейчас получается у нас Кишлак. Мы будем уходить налево в расщелину. Там, наверное, и пропадет солнце. Или сейчас именно тот момент, когда солнце есть в Кишлаке. Не знаю, несколько часов. Где-то в этих горах сейчас стоит горный козел и смотрит на меня. Но я его не вижу. И очень жаль. Первая наша остановка — это, я так понимаю, кладбище. Смотрите, вход в кладбище и опять рога. Две пары рог. Если туда присмотреться, там тоже над некоторыми могилами есть рога. Ну, естественно, вода. У этой воды уже нет никакого окраса, она прозрачная. Центр Кишлака. Рядом находится мечеть. Вот он, центральный арык. Куда-то идет вниз. Ну, как раз мимо кладбища мы и проезжали. И уходит опять куда-то в горы. Все выше и выше. Домики все аккуратные, красивые. Я бы не сказал, что сделаны из говна и палок. И кирпич, и крыша, скат, и все. И все хорошо. Там женщина вышла, попытался с ней поговорить, но она не понимает русского языка. На ломаном пообщались, и я ничего не понял. Магазин сельскохозяйственный. Напротив магазин продуктовый. Зульфия. Да. Зульфия Апа. Продавец магазина. Поинтересовались, чем занимаются все в Кишлаке. Получается, здесь сейчас одни женщины остались, да? Да, 90% мужиков. 90% мужики все они В в России. Россию уехали, да? Они денег отправляют и вот Строятся. строят, да. И у нас здесь нельзя. Работы нет, нечем заняться. Ассортимент. Ну, в принципе, как обычно, это Да. кола, Да. бобовые, печенье, дошики. Ну, все, что нужно, первой необходимости. Макароны, доня, килька, чай со вкусом персика. Принцип этого магазина такой же, как и в обычной российской глубинке. Все берут под запись, в конце получили деньги, рассчитались. Все друг друга знают, никто никуда не денется. Поэтому вариантов обмана нет, 100%. Аптека местная. Это небольшая коробочка с препаратами, которые там при первой необходимости. Что такое? Ну, типа терафлю. Терафлю, типа. Парацетамол, жаропонижающий. А в день 5000 бывает хоть выручка, общий оборот в магазине? Если хороший, да. Хороший день 5000. Если нет, нет, ничего. Может, тут тоже. А бывает такое, что вообще никто не пришел за весь день? Бывает. Бывает. Да. А вы здесь живете, да? Да, я... Это ваш дом в Да. магазине. А, можно посмотреть? Да, можно. Все.
Это ваша птица? Да. Здесь голубятня. Уже мы собрали. Это на продажу все, да? Да, на продажу. А какая цена вот отсюда, если вот у вас будут сейчас покупать? У нас сейчас, если они покупают, по 25, по 20. Рублей килограмм. Да. Квадрат. И у нас там картошку собирали, лук, морковка и яблоки. Национальная шапка киргизская, колпак. Стоимость 100 рублей. С разными рисунками есть. Это только мужики носят его, женщины не носят? Нет, только мужики. Ну, а знаете, если честно, на что похоже? У нас в России в баню ходят вот такие Да, колпаки да. войлочные. Основной вид деятельности в кишлаке — это сбор яблок, скотина, козы, бараны, коровы и выращивание табака. Вопрос это про то, что здесь не рождаются девочки, одни мальчики. Вот эта легенда такая ходит. Да, да, есть. Сейчас в 2010 году они родились, да? Все мальчики. 9 класс, наверное, в это время. Уже на 9 класс пошли они. Девочки нету там, все мальчики. А с чем это связано? Не знаю. Ну, не знаю точно. А зимой как себя чувствуете без солнца? Без солнца плохо. Не напрягается организм от этого? Напрягается, потому что у нас там вообще холодно. 24 часа уже у нас там печь уже Не останавливается. Да. И, знаете, у нас, когда мы в город вот выйдем, да, на улице, они все говорят, то у вас лицо уже вообще Бледное. бледное. Потому что у нас солнце 3 месяца солнца не видим, да? И 3 месяца уже Луны. луны, да. Напрягает это. Если здесь строишь дом, своими силами или вся деревня помогает? Нет, своими. Своими Да, силами. своими. Уж такого здесь нет. Нет, нет. Нет, такого тоже будет. Если бедный вообще ничем нету, да, дома заниматься, если или инвалидом, если без родителей будет, да, вот такие семьи, мы будем помогать. Если такие. А будут. могу ли я, например, здесь купить дом? Нет. Или разрешение надо? Нет, разрешения не знаю, но здесь никто не продается, наверное. Нет, У а нас если я маленький. где-то рядом, например, участок, Да, можно. без проблем? Без проблем можно. Жители не создадут Нет, мне нет. никаких проблем? Нет, нет. Есть ли в Кишлаке школа? Да, есть у нас. И сколько классов? Там уже 11 классов. У нас все уже в этом году уже все новые уже построили. Все нормально. Вот, все нормально учатся, там условия все сделали. И зимой учатся? Да, зимой тоже. Потому что в этом году новый построили школу. Как дела обстоят с медициной здесь? Есть ли больница и как вообще здесь рожают? Или У нас в город уезжают? Город. Здесь не рожают? Нет, здесь не рожает. У нас здесь больницы ничего нету, да? Только ФАП есть. Укол, если укол надо, да? Укол сделают они, это медсестры, рожают они в городе. Скорая, то есть без проблем сюда добирается? Без проблем, да, добирается. И зимой, и летом? Да. У А нас- бывает такое, что пересыпает снегом или сели? Да, будет. У нас там тракторы, все работает, все нормально. Ну и как в любых горных кишлаках есть свой бульдозер, который Да, есть у нас. всем селом скидывается на солярку, да, и он Да. пробивает дорогу. Да, все. Миф развеян по поводу мальчиков. Просто в 2010 году, получается, не родилось ни одной девочки. И поэтому вот пошла эта былица. Сейчас мы идем в мечеть, договорились. Население около 1000 человек. 130 хозяйств, 130 домов. Под ногами орехи, падают с орешника. Как-то здесь радостно, если честно. Такое. Хорошее настроение этот кишлак навевает. Извините, а как вас зовут? Жора. Жора. Да. Жора Ака, да? Жумака. Жумака. Смотрите, вот это
Старая баня. Сколько им лет? Лет примерно 50 где-то. Она уже не функционирует? Нет, это Какая интересная форма, постройка. Я сначала подумал, что это какой-то колодец. Но вот сейчас видно, что это баня. типа душ, да. Ага. Потом- Омовение делать. Да. Потом заходит и молитвы читает. Сначала сюда зайдут, умайся, помыться. Мулла живет рядом. Ага. Это его дом, да? Вот это вот. Красивый. Да. Новый построили. Дом, рядом мечеть. Вот здесь тоже новый. А мечеть в каком году построили? 2 года назад. Уже, да, 3-й год. Сколько человек ходит молиться вообще? Молиться около 100 лежит примерно. То есть в пятницу на Джуму намаз На намаз где-то 60 человек. стабильно есть. Стабильно есть, да. Ну вот по этому количеству можно определить, сколько мужчин есть в кишлаке, в принципе. Шлаки или которые молитвы читают. А, ну я понял. Да, Этот на- момент тоже, да, не обговорил. Не все молитвы молятся. читают где-то около 100. А зима, каждый зима приходит где-то 50 человек. Каждую неделю, А каждую зиму. сколько лет кишлаку? Шлаку? Ну, наши дети знают, но точно не знаем. Я родился, вырос, конечно, здесь был шлак до меня. Ну, дома этот, мечеть был старенький, потом этот разрушилось, сейчас новый построили. Ну, старых шлак, конечно, люди давно живут здесь. Наши дети жили, отцы, родители, родственники. Ну, сейчас все новые построили, конечно, изменились. А как здесь обстоит это дело с электричеством? Электричество? Его с Баткента подают сюда? Или своя гидростанция какая-то? Нет, из Баткена. Ну, сейчас планируют нам строить, ну, еще не передали, ну, не закончили еще. Мини-ГЭС, где наверх. Вверх по кишлаку. Да, по кишлаку. Мини-ГЭС строить там. Это очень старая могила. Старый могила. Я первый раз такое вижу, потому что там, смотрите, какой-то деревянный Раньше саркофаг. здесь этот похоронили. Потом рядом вот новый этот построили. А кто здесь захоронен, получается? Захоронили. У этого имама дедушка, короче, как называется. Он тоже был мулла. Да, был, да. В будущем это будет кухня при мечети. Какие-то праздники будут что-то раздаваться. Мечеть. Какие-то суммы. Кто-то что-то передавал мне. Деньги собрали за это. Кто дал, кто нет. А, это надо записывать, да? Кто скидывался вообще? Скидывался, да. В мечеть мы попасть не можем, потому что ключ у муллы, он уехал. Ну а сейчас стоит подняться вверх кишлака. Вот этот дедушка Жора Акя, он работал в Екатеринбурге несколько лет. Сейчас на пенсии, говорит, помогает жене здесь по хозяйству. Уже никуда не выезжает. Мы только сели в машину, и видно, подъехал мулла на Лексусе 470. Уже неудобно как-то подходить. Нас привлек этот домик сначала, а потом мы поняли, что мы как раз на этой распределительной станции. Водозабор, мини-ГЭС. Все недостроенное, наверное. Смотрите на цвет воды. Вот. Я не знаю, камера передает это или нет, но он голубой.
В таких местах хорошо выращивать рыбу, горную форель. Чистейшая вода, холодная вода. Идеальные условия. Спускается бабушка, у нее спросили, можно ли поснимать табак и что-то там желтое сохнет. Вроде сказал, можно. Хозяева этого дома сейчас в России. Черновую работу сделали. Чистовая позже. Скорее всего, она меня не поняла, потому что навряд ли бабушка это по этой лестнице туда поднимается. Наверное, кто-то помоложе за этим всем смотрит. Вот найти бы этого человека. Желтая это кукуруза сушится. Трава, листья кукурузы и много-много листьев табака. Так я и не смог подойти к этому табаку. Вот он есть. Но неудобно залезть туда в наглую. Потому что хозяев нету. А пытался докричаться оттуда вот. Кто-то смотрел, но они не реагируют. На вид этой бабушки, наверное, лет по 90. Потому что она с легкостью передвигается, присела, собирает какие-то камушки. Я так не понял для чего. Может быть, просто наблюдала за нами. Но зачем эти камушки? Ну, не суть. Человек еще гибкий. Мне кажется, я уже 80 не согнусь. Откуда-то сверху по течению плывут яблоки, причем много их плывет, свежие. Значит, сады там. Мы уже хотели спуститься вниз, развернуться. Нет. Есть повод все-таки подняться наверх. Здесь очень сильный аромат яблок. Все пропитано буквально. Выехали на местность более открытую. Видите, сразу появилось солнце. Эмоции переполняют, честно скажу. Дикий шиповник. Почему дикий? Потому что он очень колючий и сами плоды очень маленькие. Это не тот, который растет у вас в огороде. Здесь рядом находится домик, или, я не знаю, охотники, или рыбаки, или садоводы. Ну и сад. И в саду, не знаю, что это за сорт, но яблоки прям черного цвета. Как-то неудобно. К ним нужно подойти, они как раз позади меня. Пытались достучаться, но хозяев нет. Через забор. Неправильно будет залезть. Очень крепкие яблоки. Оно сочное, кислое, в меру сладкое, но твердое и холодное. Когда едешь, видно, что в этом доме табак. Его видно, вон он висит, но мы не можем никого докричаться. И там кто-то есть, я вот слышу, вот, что вот тут вот прям что-то шуршит кто-то, а не слышат. Или они в наушниках, или может быть какое-то животное. В общем, докричаться здесь не можем. Только сейчас мне осенила мысль по поводу бирок с номерами у коров. Для чего это сделано? Не могу
найти объяснение. То есть вроде бы такие вещи делаются в совхозах, в колхозах. Здесь они в свободном хождении. Может быть, под таким-то номером такой-то хозяин. Больше не знаю объяснения этого. Но все коровы, все с желтыми бирками. Зашли в дом. Мы вообще остановились поснимать табак. Увидели, смотрите, сколько здесь яблок. Я не знаю, сколько здесь тонн яблок, но здесь полкилометра от них. Это все яблоки, яблоки, яблоки. Здесь просто тонны яблок. Даже в этом дворе говорят, что мужиков здесь мало. Все уехали на заработки. Ну, на самом деле, когда едешь, здесь очень мало встречается. Получается, я за все время, за всю поездку по Кишлаку, 10 мужчин я увидел. Вот 2 сейчас здесь стоят, 2 там, 2 там, 2 там, 10 человек. Все. Остальные все уехали. Яблоки нужно высыпать аккуратно, чтобы они не оббивались друг об друга. Здесь уже около 10 тонн яблок, сказали. И это только начало. Весной эти яблоки будут продавать по 50-60 рублей килограмм. Попросился на чердак залезть. На табачный чердак. Много табака. Табак. Килограмм вот таких вот сухих растений стоит 500 сум. Дальше идет на переработку. Ну, его продают уже вот в таких вот мешках. Мешочек. Сколько килограмм в одном мешке? 50 килограмм. Вот 50 килограмм на 500. 25 тысяч рублей. 25 тысяч сум. Думаете, сколько нужно таких мешков набрать? Это еще его надо высушить. А здесь вот сколько будет общая килограмм? 400. Это из речки вода? Здесь только одна вода. Другой нет. Халиф, вставая. Никто не болел, ничего никогда от воды. Основная масса людей с этого кишлака работает в Екатеринбурге. В общем, на северах. Ну, это в Средней Азии практикуется. Кто-то один из кишлака уезжает, а потом приезжают за ним родственники, соседи, друзья. И все, и практически весь кишлак работает в одном месте. Вот и закончилось наше путешествие. Кишлак. Очень интересное место. Интересно оно своим местоположением. Интересная природа, интересные люди. Мужчин действительно мало. Практически все в отъезде, в трудовой миграции. Основной вид заработка — выращивание яблок, табака, скотины, барашки, козы, коровы, быки, картофель. Ну и все на этом. Кукуруза выращивается, но она только для личного пользования, на корм своей скотине. Есть школа, есть сотовая связь. Раньше этого не было. Есть дорога, ходит маршрутка. Есть маленькие магазины. Что-то серьезное, естественно, нужно выехать в город. По поводу маршрутки. Таксисты легковые возят по 100 сум с человека, если нужно доехать до Баткен. То есть машины набиваются 4 человека вот в такую легковую и поехали за 400 сум в город.
Ехать 55 минут. 55-59 минут. Маршрутка стоит 120 сум. Уже на выезде из Кишлака остановились полюбоваться горами. И слышно много звуков. Какалик издает. Это уже не первый раз за сегодня. Здесь, там, то есть слышно вот метров, может, 200-300, но не подойдешь к ним. Улетают.